Ассаламу алейкум, варахматуллахи вабаракату. Добрый день, здравствуйте. Я тут читал комментарии и удивился. Находятся же еще люди, которые поддерживают Путина. Я просто в шоке. За что? Интересно знать. За то, что он пенсионный возраст поднял? За то, что он бабушек, дедушек обманул? За то, что он убил правду говорящую Анну Политковскую? За то, что убили Немцова, который говорил правду? За то, что посадили Сергея Фургала, обвинение которому до сих пор еще не доказано? За то, что Кадыров убивает всех тех, кто не нравится Путину, сажает в тюрьму каждого, кто говорит правду? За это вам Путин нравится? Вы что, очнитесь? Вы думаете, Путину жалко стало украинских женщин и детей? Тогда, когда по всей России в деревнях народ бедствует, рождаются инвалидами дети, на лекарства, на лечение нет денег, нету бесплатного лечения, старики болеют, бесплатного лечения и денег нету, и Минздрава бесплатного нету. Вы о чем? Народ, откройте глаза. Я вам честно скажу, для чего Путин пошел на Украину? Отмывание денег. Война – это и есть отмывание денег. Они столько денег награбили, что Путин, что его окружение. А теперь надо отмыть эти деньги, куда-то списать. Якобы там. Если они на войну там потратили, к примеру, 100 миллионов, они напишут 300 миллиардов. Вот так и будут списывать награбленные деньги. Откройте глаза, народ, объединяйтесь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах любит правдивых, Аллах не любит лживых. Хвала Аллаху, Господу миров. Люди, очнитесь, какой патриотизм, на нас никто не нападал. Вы где его проявляете, этот патриотизм? Мы приехали, блядь, на чужую землю и убиваете мирных жителей. Вы чё, очнитесь, люди? На нас никто не нападал, нашу родину никто не трогал. Это Украина, это не мы. Они разделились, блядь, пусть они там сами со своей страной разбираются. Вы какие вы патриоты? Вы что, за Украину жизнь свою отдаете? У вас с мозгами вообще в порядке? Вы орете, мы за Путина, мы за Россию, мы герои, блядь. Какие вы герои? Вас заслали как оккупантов, вы оккупировали страну чужую. Вы тут воюете. У себя защищайте. Вы орете, НАТО ведут, блядь, в Евросоюз. Не в Евросоюзе они. НАТО никакое, блядь, не вступил. Никакие войска Америка, на нас никто не нападал. Вы, оккупанты, очнитесь. Если бы, это оправдание. Если бы мы не напали, то на нас бы напали. Вот когда нападут, мы уже совершенно будем по-другому. Я сама пойду воевать. Я сдохну и сыновей за собой потащу. Вы за что воюете? Вы за что детей ложите своих? Кровь льете за что? За чужую, блядь, страну. Пусть они там сами разбираются. Ну что, ребятки, все мои прогнозы опять сбылись. Без всякого злорадства говорил про санкционное давление, про изоляцию России, про войну. Я понимаю, что это трагедия для многих, поэтому тоже, как и многие, переживаю сейчас за это, чем это все закончится. Больше 10 лет нам рассказывали, что вы все лезете к Путину. Пусть будет Путин, лишь бы не было войны. Что вы опять все его критикуете? Вы хотите как в 90-е? Ну и в итоге сейчас будет много хуже. Завтра, чем в 90-е. Ну и война прошла. Как бы Роскомнадзор ее не запрещал называть и не велел называть, от этого суть не меняется. Те люди, которые в 90-м у меня открывали бизнесы, в 2020-м их все закрыли. Сейчас я вам покажу, как Таганрог выглядит изнутри. В Госдуме уже предупредили, что из-за западных санкций правительство России может объявить конфискацию сбережений россиян. А конфискация денег с банковских счетов граждан может быть объявлена в том случае, если санкции затронут государственные активы, которые хранятся в иностранной валюте и в иностранных юрисдикциях. В таком случае у правительства России другого выхода просто не будет, кроме как наложить арест на все вклады населения.
На зарубежных счетах сегодня находится 640 миллиардов долларов золотовалютных резервов страны, ну и плюс капитала олигархов. Их объем почти сопоставим с национальными запасами и составляет 470 миллиардов долларов. Ранее уже сообщалось, что в связи с признанием России независимости ДНР и ЛНР страны Запада пообещали ввести против России жесткие санкции, которые могут затронуть проведение валютных расчетов и отключение SWIFT. Из данных Центробанка следует, что на долю валютных вкладов в настоящее время приходится в банках пятая часть средств граждан. За прошлый год объем средств банковских клиентов вырос с 4,2% до 5,7%. Напомню, что в текущем году 76% граждан решили копить свои деньги. Очень не хочется вспоминать про 90-е годы, когда деньги, конфискованные у граждан, впоследствии стали выплачивать, однако из-за чудовищной инфляции солидные сбережения превратились в фантики. Суммы, которые родители держали на детских накопительных счетах к 18-летию, были достаточны для того, чтобы безбедно жить на них в течение года. Однако к моменту выплаты компенсации на возвращенные деньги люди могли купить лишь 2 буханки хлеба. Поэтому, друзья, успейте позаботиться о своих финансах, если, конечно, они у вас есть. Слышали, что сейчас творится на Украине? Конечно, как же. Как к этому относитесь? Да? Молодец, Путин. Поддерживаете? Конечно. А почему? Думаете, жить станет лучше? Конечно, однозначно. Нам и так неплохо живется. А Украине будет лучше жить. А новости вы по телевизору узнаете? И по телевизору. Санкции, понимаете, что крах рубля будет вообще, не лекарств, Ничего ничего? это не будет. Думаете, ничего не будет? Конечно, нет, я слушаю это на месте. А людей вам там мирных не жалко на Украине? А как так не жалко? Очень даже жалко. Это- Что наша Россия готова дать ответ таким словам. А как вы думаете, кто на кого напал? Россия или Украина? Конечно, какая Россия напала? Россия не напала.